Всем привет! Сегодня мы решили первую часть видео заснять дома. Мы сегодня будем делать, готовили штрудель, остались ребрышки, думали, что с ними сделать, и решили их закоптить по тому же способу, как мы коптили рыбу. Вот, сначала мы будем так готовить. Вот эти ребрышки все, мы сейчас их замаринуем. Для маринада мы будем использовать соевый соус, немножко подсолнечного масла. Сейчас уже нальем его, в принципе, чтобы оно уже не мешалось нам здесь. Вот, это даст больше, скажем, связку для наших приправ. То есть эту пленочку мы здесь уже убрали. Сразу с этой внутренней стороны ребрышек. Вот. Сейчас это все мы замаринуем. Оставим буквально на полчаса мариноваться. Используем уже только начал готовить, уже руки вымазал. Так, для приправ возьмем черный перец. Сразу же будем посыпать. Вот так вот. Пока одну сторону сделаем. Потом взяли здесь смесь приправ. Ну, как всегда. Кто какие любит, кому какое нравится. Вот, посыпем с этой стороны. Так, красная паприка, сладкая. Красный перец, сладкий. Придаст цвет хороший. Вот ее можно не жалеть, она уже заканчивается. В принципе, можно будет сегодня как раз ее всю и... Чеснок сухой. Немножко подсолим, совсем крапульку. Много не надо. Вот. И польем еще соевым соусом, потому что будем поливать. То есть примерно мы сейчас это на 1 часик оставим мариноваться. Так, сейчас ничего не буду размешивать, перетирать. Просто аккуратно переверну на другую сторону. Пускай она тихо сама с собой. Ну и теперь этими же приправами с другой стороны, ну и здесь. Можно было куркуму добавить, она бы тоже цвет дала хороший, но у нас закончилось, к сожалению. Что-то я не предусмотрел, видно, куда-то вывалил до конца все. Вот. Так, ладно, это можно прям вот так вот. Хорошо. Красивая будет. Так, теперь приправы. С ребрышки барбекю будут называться. Чеснок. Вот. У нас здесь еще барбекю соус. Но это мы просто не сами делали, а был у нас в банке кетчуп. Вот. Замаринуем. И при 180 градусов мы будем запекать примерно полчаса в духовке. Но после этого, когда оно немножко пропекется, мы уже закинем на гриль, где добавим наши опилки. Смотрите, уже какой красивый цвет получился. Уже вот, теперь немножко это все разотрем, вотрем приправом. Такие будут у нас барбекю ребрышки копченые. Лето на улице. Можно есть. Вот. Мы оставляем при комнатной температуре. Не обязательно убирать. Сейчас и не нужно убирать в холодильник. Пускай это все прямо здесь так и стоит. Вот. Ну а через часик будем закладывать в духовку. Ну, все покажем по очереди. Вот, укладываем
наши ребрышки. Включаем духовку. Я думаю, на 180 я говорил. Ну 180, ну сразу выставляем время, полчаса примерно. Я думаю, хватит. Мы их сейчас немножко подогреем, сделаем до полуготовности. Потом мы сделаем нашим барбекю соусом, который, я говорил, мы сами не делали. Кстати, надо загуглить, как его самому сделать. Блин, такой прям как копченостями уже. Да я не думаю, что как бы в наше время сейчас нужно делать барбекю соус. Да, мне кажется, уже везде есть. Вот. Ну а если кто-то не найдет, то ничего страшного. Можно просто коптить. Вот, сейчас пойдем разожгем угли наши, замочим щепу как раз. И я думаю, к этому времени уже угли подойдут и щепа размокнет. Мы будем коптить, будем пробовать. Все, подошли наши ребрышки. Ух. Запах здесь стоит. Я расскажу. Цвет. Еще пока мы уже половину задали цвет. Но мы сейчас... Так, мне нужно еще что-нибудь. Наверное, вилочку. Так, перекладываем в нашу форму. Так, пока это оставлю здесь. Вот. Как сказал, теперь будем смазывать нашим соусом барбекю. Барбекю. Мне просто история была, как наш родственник поехал в Россию, а здесь в Германии, ну вот все барбекю там готовят. Ну и он поехал в Россию к своему брату, приехал, тот его решил удивить. И такой говорит, ну все, поехали на барбекю. Он ему говорит, слушай, я, говорит, сюда в Россию ехал специально, чтобы поесть что-нибудь, шашлыка, такого мяса, а ты меня барбекю этим. Я, говорит, здесь в Германии этого барбекю наелся. Так что он хотел вот его удивить. Смазываем со второй стороночки. Если кто не пробовал, попробуйте. Очень вкусно получается. Будет и цвет, и вкус. Очень вкусно. Так, ну вот, смазали мы с двух сторон. Так, теперь. Вообще надо было, если правильно взять, то надо было сначала изначально положить вот так вот, другой стороной, чтобы потом перевернуть и положить на гриль уже правильной стороной. Мне сейчас придется 2 раза вертеть. Ну ладно, что-то не предусмотрел. Так, ну вот, теперь смазываем с двух сторон. Везде попытаемся промазать, чтобы это везде вошло у нас. Маринадик этот. Вот. Так, теперь еще раз перевернуть надо будет. Сюда. Ну, это тоже уже перевернем сразу. Смазанный. Это такой какой-то рецепт, такой какой-то американо. Вкусно и эстетично, я вручаюсь, да? Как бы в конце увидите результат. Будет очень вкусно выглядеть. И очень будет все красиво, сочно и аппетитно. Теперь с этим вот разносом телепортируемся на улицу,
нашей грильнице. Ну и продолжаем дальше там. Идем коптиться. Запах уже стоит, мама дорогая. Так, ну щепа наша напитала влаги, чтобы она не сгорела уже быстро. Поэтому начинаем сейчас засыпать ее туда. Здесь нужно поспешить. Я удивился, когда закоптил рыбу на обычной, ну скажем, грильнице, да, она вообще не предназначена для копчения. Я удивился, что такой результат получился. Поэтому мы делаем ребра. Так вот они. Сейчас я даже вот этим остатком маринада сверху чуть-чуть полью еще. Так, ну и теперь даже еще хорошо, что сейчас так прям закрываем, засекаем время, будем поглядывать. Ох, запах пошел копчения. Я думаю, что минут 30-40 еще надо будет самое то. Но я буду смотреть, чтобы не подгорело. Вот, ну включаемся. Прошло у нас 20 минут. Опилки, то, что мы намочили, они до сих пор еще. Это, подожди, я температуру сниму. Температуру мы большой не поднимаем. Примерно жарим между 100-150 градусами, потому что уже все было. Ну, давай посмотрим. Подошли наши ребрышки. Получились они мягкие, копченое барбекю. Разделим сразу на 4 части. Жена спрашивает, почему на 4 части? Ну, 2 куска, если пополам поделить, то будет на 4 части. Очень смешно. Просто я знаю, что нас 5, поэтому. Ну да, ну. Горячо? Нет, просто смакую уже. Так, режу себе одно ребрышко на пробу. А, вот почему на 4 части. Потому что ты себе собрался одно ребрышко отрезать. 5-я часть будет Все, я совсем поняла. маленькая. Ух, вот так вот получилось. Мы сейчас сделаем фотографию красивенькую. Вкуснятина. Или последнюю съемку. Вот. Ну а себе я здесь На пробу. на пробу. Здесь салатик у меня, огурчики, помидорчики, брынза. Обязательно попробуйте по этому рецепту. Посмотрите, какой получается цвет, какое мягкое мясо. Запашистый, ароматный, подкопченый аромат. Блин, реально не пожалеете. Хотя это можно сделать вообще в обычных условиях. Я специально себе не покупаю смока или коптильню, потому что знаю, что это как бы... Конечно, я куплю со временем. Вот. Дорогие друзья, очень вкусно.
Обязательно попробуйте. Кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного, нас тоже. Так что до скорых встреч, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои отзывы, рецепты. Ну, до скорых встреч, берегите себя и своих близких. Что делаем? Посуду моем. Я всегда ругаюсь, и получается, у него привычка приготовил, все бросил и ушел. Актер. Что делаешь? Вот маме. Ты опять снимаешь? Нет, ты просто опять свою долю съел. А за столом тебе ничего не будет. Это очень вкусно. Ой, блин.